Здравствуйте! В этом выпуске поговорим о рабочих процессах зеркальной глазури. Я покажу один из самых простых рецептов зеркальной глазури, расскажу об особенностях применения, что делать с остатками и как повторно пользоваться зеркальной глазурью. Рецептов существует очень много. Мы будем готовить по самому простому рецепту. Сначала нам нужно замочить желатин холодной водой и оставить желатин набухать. Сила желатина измеряется в блюмах. В магазинах можно купить стандартный желатин, который имеет силу 200 блюм. Но если у вас есть покрепче желатин, к примеру, 240 блюм, он также подходит, это даже лучше. Соединяем в сотейнике сахар, молоко. Молоко должно быть обязательно кипяченым и сгущенное молоко. И хорошенько смешиваем. Ставим на умеренный огонь. Теперь этот сироп нам нужно нагреть до горячего состояния, так чтобы у нас сахар растворился полностью. Идеальная температура 65-70 градусов. Но если у вас нет градусника, как только мы видим, что над сиропом появляется пар, сразу убираем с огня. Добавляем сюда же набухший желатин и хорошенько смешиваем до полного растворения желатина. После этого высыпаем сюда шоколад. Белый шоколад можно заменить также шоколадной глазурью. Ничего не трогаем, вот прямо так оставляем на 5 минут. На данном этапе мы можем окрасить зеркальную глазурь в нужный нам цвет. Мне нужен белый, поэтому я добавляю сюда белый сухой краситель. Это диоксид титана. После добавления красителя пробиваем все хорошенько блендером, чтобы убрать лишние пузырьки, а также возможный осадок, который образуется в зеркальной глазури, процеживаем через сито. Это можно сделать несколько раз, так будет надежней. А теперь нужно дождаться, чтобы зеркальная глазурь остыла до рабочей температуры. Температура для покрытия зеркальной глазурью может немного отличаться. Все зависит, что вы будете покрывать. Если у вас изделие замороженное, температура может быть немного выше – 33-35 градусов. Если ваше изделие просто охлажденное в холодильнике, лучше использовать температуру 30 градусов до 33. Дожидаемся, пока зеркальная глазурь опустится до рабочей температуры и покрываем наше изделие. В данном случае я буду покрывать торт. Он у меня заморожен, поэтому зеркальная глазурь у меня имеет температуру 35 градусов. Лучше всего и правильнее покрывать изделие только один раз, без повторного покрытия. Тогда зеркальная глазурь ложится максимально гладко, ровно. Воздушные пузырьки образуются меньше всего. При покрытии зеркальной глазурью в 2 слоя чаще всего могут возникать некоторые дефекты, так как зеркальная глазурь стабилизируется долго, и первый слой долгое время остается еще живым, то есть подвижным. И, соответственно, при повторном покрытии зеркальной глазурью оба слоя остаются подвижными. Из-за этого чаще всего образуются разные дефекты. После покрытия торта, к примеру, обязательно нужно сверху смакнуть излишки зеркальной глазури. Иначе сверху будет очень толстый слой, что приводит к проблемам при нарезании такого торта. После того, как зеркальная глазурь остановится, перестанет капать, обязательно убираем все излишки по краях торта или изделия. Остатки зеркальной глазури мы можем хранить в холодильнике либо в морозильной камере. Для удобства можем разделить на маленькие порции. Зеркальная глазурь хорошо хранится либо в плотных пакетах, храните в банках, в контейнерах. Главное, чтобы это было плотно упаковано. При повторном применении нам нужно привести зеркальную глазурь обратно в рабочее состояние. У меня порция имеет 180 граммов. Переносим зеркальную глазурь в какую-нибудь посуду, и теперь нам нужно ее растопить. Растапливать можно как в микроволновой печи, так и на паровой бане. Для этого количества, у меня 180 грамм, я ставлю в микроволновую печь на разморозку на 2 минуты. Главное не перегреть. После этого также пробиваем блендером. Проверяем температуру. У нас на градуснике 37 градусов, немного больше.
Сейчас мы ее снова процедим через сито, тем самым зеркальная глазурь немного охладится. Чтобы быстрее остудить зеркальную глазурь, если она не в больших количествах, мы можем некоторое время смешивать ее ложкой. Таким образом она также быстрее остужается. Ну вот, в принципе, я вижу по консистенции, что она как бы готова. Сейчас проверим температуру. Вот, даже немного меньше, чем я предполагала, 30 градусов. В данном случае у меня изделия маленькие, это пирожные. И заливаем. После повторного применения зеркальная глазурь не утрачивает свои свойства. Также красиво блестит и гладко ложится. Надеюсь, что этот видеоурок был для вас познавательным. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Всем говорю до свидания, до следующего выпуска.